Андрей уже третьи сутки был в пути, он возвращался со свадьбы лучшего друга. Из-за мороза и снега дорога превратилась в сплошной каток, поэтому он снизил скорость, чтобы не рисковать. Внезапно, около леса он заметил одинокую фигуру. Интересно, кого это занесло в такую глушь? Подумал Андрей, ведь ближайший населенный пункт был в 30 километрах. Мужчина остановил машину и поспешил к лесу. Под деревом стояла молодая женщина, вся посиневшая от холода. «Ты как тут оказалась?» — спросил Андрей, но та ничего не ответила и только что-то пробормотала дрожащими губами. «Пошли, я отвезу тебя домой», — сказал мужчина, и девушка послушно пошла за ним. В машине мужчина налил ей горячего чая и укутал пледом. «Где ты живешь?» — спросил Андрей. «Уже нигде», — ответила женщина. Как оказалось, ее муж был очень грубым и жестоким человеком. Они сильно поругались, и он отвез ее в лес и сказал, чтобы больше ее не видел. «А в полицию не пробовала обращаться?» — спросил мужчина. «Бесполезно, у него там все схвачено, он общается в блатных кругах и все его знают», — ответила женщина. «Ладно, поехали ко мне, а там подумаем, что делать», — сказал Андрей. Мужчине стало очень жаль эту девушку, и он не понимал, как ее муж мог так поступить. Андрей жил один в однокомнатной квартире. Он не планировал обзаводиться семьей, считал, что сначала нужно построить карьеру. Он никогда не забудет, как раньше жил впроголодь с матерью. Андрей лег в кресло на кухне, а девушке отдал кровать. В тот вечер они долго разговаривали, и девушка рассказала о своей нелегкой судьбе. Утром, когда Андрей собирался на работу, Наташа проснулась. «Будь как дома, еда в холодильнике, не стесняйся, я пойду на работу, а вечером подумаем, как с тобой быть», — сказал Андрей. Весь день он думал о Наташе, что с ней делать и как поступить, и тут он вспомнил про одноклассника, который работает в полиции. Может, он сможет помочь, возможно, Наташа преувеличивает властность своего супруга. Подходя к дому, он увидел 3 полицейские машины. Что случилось, к кому они приехали? Подумал Андрей и увидел, как в наручниках выводят Наташу. «Что случилось? Это все твой муж устроил?» – спросил мужчина. «Нет никакого мужа», – выкрикнула Наташа. К Андрею подошел полицейский, показав удостоверение, сообщил мужчине: «Вы подозреваетесь в хищении большой суммы и, если будете сотрудничать со следствием, то пойдете не как подозреваемый, а как свидетель», – сказал полицейский. Мужчина послушно сел в автомобиль. В отделении мужчина узнал, что Наташа обокрала банк, в котором работала. Ее искали по всему городу, пока она не позвонила родителям и ее без труда вычислили. «Скажите, это вы ее заставили на такой поступок? Где вы прячете деньги?» «Мы обыскали всю квартиру», — сказал полицейский. «У меня нет никаких денег, я вчера ее нашел в лесу и при ней ничего не было». «Запись с видеорегистратора подтвердит мои слова», — сказал мужчина. Через несколько часов мужчину отпустили под подписку о невыезде. Андрей пребывал в состоянии шока. Убираясь в квартире после обыска, парень не верил в то, что Наташа могла украсть деньги. А что, если это ее муж подстроил? Подумал Андрей и набрал номер своего друга полицейского. К счастью, друг не отказал в помощи, и уже через час они сидели на кухне, пили чай и обсуждали случившееся. «Я не думал, что ты будешь замешан в этой истории, дело известное, вся полиция в курсе. У Наташи есть 5-летний сын, она мать-одиночка, и недавно малышу поставили неутешительный диагноз. Требовалось дорогостоящее лечение, и Наташа долго бегала по разным фондам, но результата не получила. Потом она решила обратиться к руководству банка, чтобы взять кредит, но и там ей отказали. А недавно ее сыну стало совсем плохо, и она решилась на эту кражу. Украв крупную сумму, она отдала деньги в больницу и мальчику сделали операцию», — рассказал Кирилл. «А что она делала в лесу?» — спросил Андрей. «Говорит, что была в состоянии аффекта», — ответил Кирилл. «Как я могу ей помочь, ведь у нее маленький ребенок?» — спросил Андрей. «Во-первых, нужно нанять хорошего адвоката и было бы хорошо вернуть украденную сумму. Возможно, банк пойдет навстречу и отзовет заявление», — предложил Кирилл. «Адвоката я найму, а вот где деньги взять?» – подумал Андрей. Всю ночь мужчина не сомкнул глаз, все время думал о Наташе, она ведь оказалась в безвыходной ситуации, речь шла о жизни ребенка. У Андрея была некоторая сумма денег, которую он откладывал на строительство дома, остальную сумму он решил одолжить у начальника, они хорошо общались и у них были доверительные отношения.
Благодаря адвокату и возвращенным деньгам, через месяц Наташа была на свободе, банк пошел ей навстречу. Как только Андрей встретил Наташу, она сказала: «Ты прости меня, что я не рассказала тебе всю правду. Спасибо большое за все, что ты сделал. Я до конца жизни в неоплатном долгу перед тобой. А как там мой сын? Идет на поправку, я вчера к нему заезжал. А про деньги забудь, ты мне ничего не должна». «На кону стояла жизнь ребенка», — ответил Андрей. Прошло 1,5 года, сегодня Наташа выходила замуж за самого любимого и надежного человека в мире. «Мама, там дядя Андрей приехал на лимузине», — радостно закричал Сережа. Наташа и не могла поверить, что тогда в лесу встретит своего спутника жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.